Привет! Сейчас я вам покажу несложный низкий хвост с элементом косичка. Первым делом я оставляю немного челки у лица. Затем я беру прядь шириной 2 см и делю ее на 3 равные части. Начинаем плести обратную французскую косу. Правую прядь завожу под среднюю, затем левую прядь также завожу под среднюю. А теперь с подхватом правая вниз, добавляем подхват с правой стороны. Затем с левой стороны левая прядка вниз под среднюю, добавляем подхват слева к этой пряди. И продолжаем в том же духе. То есть у нас только первые 2 пряди шли без подхвата, чтобы начать нашу косу. Чередуем пряди, добавляем подхваты. И не забываем оставлять некоторые прядки у лица, чтобы они в конце красиво обрамляли нашу прическу. Доплели косу примерно до уровня глаза и затем продолжаем плести ее, но уже без подхватов, так как позже мы поведем ее по диагонали к хвосту, и нам нужно, чтобы она легла идеально, без всяких петухов и оттопырок. Не хочется оставлять такую тугую косу, поэтому крайние пряди я вытягиваю в сторону. При этом косу я держу свободно в руке, что обеспечивает легкую вытяжку. Затем зафиксирую кончик резинкой и дотяну некоторые участки косы. Сделала низкий хвост, затем добавляю объема, тяну текстурные прядки. Прислоняю косичку к хвосту там, где она у меня будет фиксироваться. Собираю хвост эластичной резинкой и обязательно корректирую объем на макушке, так как он может упасть. Удаляю маленькую резинку с кончика косы, так как она прочно зафиксирована. И продолжаю работать с этим кончиком. Расчесываю, делаю легкий начес, чтобы прядка стала более объемной. И начинаю перекрывать резинку. Обматываю ее несколько раз этой прядью волос, пока хватит ее длины. И затем фиксирую плотной невидимкой под хвостом. Осталось завить челку утюжком от лица. И вот какой быстрый хвост у нас получился. Идеально для летних прогулок. Покажу вам трансформацию за минуту. Итак, на этапе хвоста мы берем все волосы и скручиваем их в легкий жгут в одну сторону, в любую. Начинаем вытягивать текстуру из него, небрежно, не бойтесь тянуть. У нас хвост должен превратиться в такую толстенькую, объемную сосиску. Я сразу фиксирую маленькой резинкой кончик хвоста, чтобы он у нас не распадался. Закручиваем дульку в противоположную жгуту сторону, то есть жгут сам я крутила по часовой стрелке, а дулька у меня пошла против часовой стрелки. Я думаю, вы это даже на практике поймете, когда начнете ее скручивать, и она у вас будет разваливаться. Это значит, вы закручиваете не в ту сторону, просто поменяйте направление. Фиксирую пучок невидимкой. Просто закалываю их в те места, где считаю нужным, чтобы пучок оставался неподвижным. Беру невидимку и толкаю ее, как будто иголочку. Прошиваю весь пучок насквозь и немного растаскиваю его для объема. И вот что у нас получилось. Хочу поблагодарить вас за просмотр этого видео. Я стараюсь для вас, показывать несложные прически, чтобы каждый смог сделать это на себе. Не забывайте подписываться на канал и увидимся в следующем видео.